Магний. Средние уровни магния в сыворотке ниже у детей с лишним весом и ожирением. Также низкий уровень магния приводит к инсулинорезистентности у детей и у взрослых. У детей с ожирением дефицит магния, селена, кобальта, калия, цинка, меди, хрома и железа. Даже когда в пище, в диете много магния, он не всегда в норме, потому что он плохо всасывается в кишечнике, и также очень повышен его уровень выведения из организма, когда проблемы в организме. И также потребление кальция и жиров мешают всасыванию. Добавление магния у лиц с ожирением показало заметное улучшение метаболических профилей и давления. Подростки с ожирением имеют дефицит цинка, магния, кальция. Другое исследование показало, что прием хрома и магния еще лучше улучшают инсулинорезистентность, чем по отдельности, если их принимать. Употребление магния у лиц с ожирением у взрослых в течение 24 недель снижает жесткость артерий и улучшает сердечно-сосудистую систему. Ну, а, например, здесь у нас низкая концентрация магния связана с диабетом, инсулинорезистентностью и ожирением у женщин, но не у мужчин. И также магний, он вообще плохо диагностируется в сыворотке, а в тканях его еще меньше. Поэтому если уровень в крови показывает, что магния мало, это значит уже очень большой дефицит в организме. И, конечно же, магний всегда покупайте какие-то хелатные формы. Например, цитрат магния. Очень хорошо всасывается и намного более безопасен, чем какие-то формы оксид или другие. Витамин D. Чем больше ожирение, тем меньше витамина D. Студентам с лишним весом давали 600 мг кальция и 125 МЕ витамина D 12 недель. Вес у них не изменился, но снизилась масса висцерального жира и площадь жировой ткани. Другое исследование, это где 171 взрослые принимали 1050 мг кальция и 300 МЕ витамина D 16 недель. И это также снизило существенно висцеральное ожирение. 77 женщин с дефицитом витамина D принимали 1000 МЕ в день. И это снизило жировую массу, но не вес тела. Другое исследование это не подтвердило, поскольку у них витамин D был в норме. Если вы начинаете худеть, то это как раз таки увеличивает концентрацию витамина D в организме. Витамины, которые связаны с ожирением. У взрослых с ожирением дефицит витаминов D, С, В1, биотина и хрома. И это может влиять на инсулинорезистентность. Исследования, которые проводили в Австралии, также выявило, что, например, статус витамина D, магния, калия и фолиевой кислоты, и у них как раз-таки это в основном и есть которые дефициты. И также еще, например, что если дефицит витаминов А, Е, К, Д, С, всей группы В, кальция, магния, и это как раз-таки увеличивает шансы на ожирение, у кого его еще нету. Также исследование показало, что, например, витамин Е понижен у 31%. Витамин В12 у 41% был повышен. Витамин С также был повышен или в норме. Но все-таки, поскольку это Австралия, юг, они, конечно, потребляют намного больше С-витамина, чем те, например, северные широты. Поэтому, конечно же, С-витамин будет у нас, например, понижен. Витамин А у всех также был понижен. У 89% был тяжелый дефицит витамина D. Фолиевая кислота, она измерялась в двух разных анализах. И один показал, что у 72% дефицит, а другой показал, что
у 84,9% он в норме. Калий у всех снижен. Железо было в норме у 90%. Цинк был понижен у 99,2%. Кальций также был понижен. Омега-3 кислоты. Сильное ожирение также связано с низким уровнем омега-3 у взрослых, да и у детей. Омега-3 кислоты защищают от метаболических заболеваний. И также омега-3 полезна для лечения ожирения. Здесь также принимали рыбий жир, и это улучшало многие параметры. А высокое потребление омега-6 связано с увеличением частоты ожирения и метаболических заболеваний. Также здесь описывают, что молодые женщины имеют низкий уровень омега-3, и поэтому они могут набирать вес быстрее, чем, например, те, которые уже старше люди. Форксалин из растения колеус. У мужчин он увеличивает костную массу, поднимает тестостерон и также может применяться при лечении ожирения. 250 мг, где 10% форксалина, 2 раза в день в течение 12 недель. И также это понижает процентное содержание жира в организме и массу жира. Но здесь было 15 мужчин, которые участвовали, но у мужчин это помогло, а у женщин не было никакого результата. Ну вот, если интересно, вот он как раз-таки 250 мг в капсуле и 10%. Катехины зеленого чая. 12 недель мужчины с избыточным весом принимали 483 мг в день. И это снизило массу тела, жира и во внутренних органах, и в жировой зоне. В другом исследовании 240 мужчин и женщин в течение 12 недель пили напиток, где было 583 мг кетохинов. И это также значительно снизило массу тела, жира, особенно на животе. Но все-таки здесь все участники, у них была физическая активность 180 минут в неделю. Ну, так же, как и здесь, полифенол зеленого чая, ЕГЦГ. Также у мышей несколько исследований было сделано и ослабило развитие ожирения, метаболические нарушения и ожирение печени. Но, конечно же, добавки зеленого чая, их нельзя очень много, потому что это тоже может повреждать печень. Было несколько случаев, когда как раз, по-моему, цирроз появлялся от добавок. Как раз разбухать в желудочно-кишечном тракте, и это вызывает чувство сытости. Ну, там, конечно, есть еще другие механизмы, но все-таки вам намного легче соблюдать другую диету. Кофеин. 100 мг кофеина увеличивала скорость метаболизма в покое, как у худых, так и у людей с ожирением на 3-4% в течение 150 минут. Через 2 часа еще давали 100 мг, и это увеличивало расход энергии на 8-11%. Сывороточный протеин. Если вы худеете, то вы теряете и жировую массу, и мышечную. 27 мг в течение 2 недель, и это ослабевало потерю мышечной массы после потери веса. Но, например, из сои протеин этого действия не проявлял. Ну и также я бы хотела еще сказать про физическую нагрузку и спорт разный. Например, без диеты, которая ограничивает калорийность, они вообще малоэффективны. Например, просто упражнения или какие-то тренировки с поднятием или разные. И вы теряете до, скажем так, от 0 до 2 килограмм. А упражнения и ограничение калорийности, это вы уже теряете от 9 до 13 килограмм.
Гарциния камбоджийская. Ее время, конечно, очень сильно разрекламировали, но в исследованиях она очень мало влияет на похудение и вызывает повреждение печени. Поэтому, конечно же, не покупайте ее. И также хочу сказать, при эфедрин или эфедра это также очень много побочных эффектов, конечно же, и ее уже многие страны запретили. Поэтому не принимайте это тоже. Тестостерон. Вот здесь опять. Например, когда у мужчин, у кого лишний вес и низкий уровень тестостерона, это как раз-таки его надо поднимать. И когда вы его поднимаете, то очень значительно теряете вес, и как раз-таки этот вес очень устойчивый остается. И это считается очень эффективным методом для похудения и лечения ожирения. Ну, например, что поднимает уровень тестостерона? Это, конечно, витамин D и цинк. Травы – это также ашваганда, трибулус, пажитник. Есть еще аспарагиновая кислота. Вот она тоже, в принципе, доказала, что поднимает уровень. Но, конечно, витамин D и цинк, они обязательны для мужчины. Спирулина. В дозировке 2 грамма в день 52 человека с ожирением в течение 12 недель принимали ее, и они похудели, уменьшилась талия, жировые отложения, снизился уровень триглицеридов и С-реактивного белка. В дозировке 1 грамм в день 12 недель снизился аппетит, ну и также похудели. Снизился холестерин, и также и многие другие исследования подтверждают это. Понижается и сахар, давление, улучшается антиоксидантный статус и работа сердца. Белая фасоль. Препятствует расщеплению сложных углеводов, замедляя доступность калорий, подавляя фермент альфа-амилазу. 60 человек с лишним весом принимали 445 мг один раз в день, 30 дней, перед приемом пищи, богатой углеводами. И снизилась масса тела, жировая масса, толщина бедер и талии уменьшились. И также эта добавка есть на хербе. Карнитин, L-карнитин. И также здесь делали обзор исследований разных и тоже пришли здесь к выводу, что, конечно же, добавки карнитина снижают вес и индекс массы тела.